Всем привет! Сегодня будет видео про страховку. Я обещал записать, какой страховой компанией мы пользуемся, почему мы выбрали эту именно, да, страховую компанию. Дальше, по какому принципу формируется цена. То есть эти принципы, они в принципе везде одинаковые, во всех страховых компаниях, вообще, я думаю, наверное, Евросоюза. То есть там это год выпуска автомобиля, ваш опыт, объем двигателя. То есть все эти нюансы, да, они учитываются при формировании цены. Сразу скажу, что мы оформляли нашу страховку на Learner права. То есть у нас с женой Learner права ирландские. Сразу добавлено было, то есть, два водителя, два Learner. То есть почему мы выбрали вот эту вот компанию, вот я и объясняю. Компания называется Red Click. Она именно на территории Ирландии работает 5 или 6 лет. То есть, в принципе, типа молодая компания. Но, в общем, она именно работает по всей Европе, в Испании, в Италии и в остальных именно странах. Она уже давным-давно, то есть, она такая крупная, можно сказать, корпорация. То есть, она работает не в одной стране, то есть, там у нее большая база клиентов. И вот она 5 или 6 лет назад зашла на территорию Ирландии. Я ее не пиарю. Просто эта компания единственная, которая сделала для нас самый легкий путь. То есть мы не обращались ни к каким брокерам, крокерам, мы не обращались к людям, которые берут по 100-150 евро просто за воздух. То есть я за 15 минут, 5 минут на сайте и потом 10 минут на телефоне, я все оформил. В принципе, как просто оформил интернет-заказ. Вот вы онлайн-заказ оформляете, бывает, с вами могут вам позвонить для уточнения информации. Вот нам позвонили потом после этого для уточнения информации. Люди, видно, у людей много лишних денег, и они обращаются к вот этим вот брокерам, крокерам, вот этим вот людям, которые с воздуха берут, зарабатывая деньги. То есть, если, я извиняюсь, вы не можете даже оформить онлайн-заказ, и вы за это платите деньги, то, тогда вы очень богатые люди. Честно, вы очень богатые люди. Я готов это делать дешевле, чем за 100-150 евро. Это просто стоит ничто, бесплатно. Просто зайти на сайт, ввести все свои данные, получить цену, и потом вам просто перезванивают для уточнения информации. Мы все в онлайн режиме полностью привязали карту. Все, прям там оплатили первый платеж. Все на телефоне. Все, в общем, я же говорю, 15 минут. Получается, вы за 15 минут времени заплатили человеку какому-то 100 либо 150 евро. Типа люди записывают там видео, вот эти вот блогеры, влогеры. Да чтоб не париться. Шо париться? То же самое, что оформить просто онлайн-заказ в каком-то интернет-магазине. Все, ничего более. Я не знаю, ладно, это ваши деньги. Если вам их не жалко отдавать каким-то, людям, которые делают их с ветра, просто с воздуха, пусть живут, пусть живут. Я с такими людьми сотрудничать никогда не буду, потому что это по факту, не то что лохотрон, но это люди, которые просто зарабатывают на незнании, просто на незнании, да, и такие огромные бабки. Но эта услуга может стоить, не знаю, 15 евро, 20, да, просто человек там помог тебя оформить. Не такие сумасшедшие деньги. Ладно, мы их отбросим, этих всех прекрасных брокеров, крокеров. Это не ко мне, я все сам делаю и буду делать, потому что это легко. Это не какая-то высшая математика, либо химия, физика. Это просто зайти на сайт, ввести свои данные, подтвердить их просто по телефону. Все. Вот почему мы выбрали Red Click, потому что Акса и Альянс, вот эти, да, которые первые компании, самые большие, почему все ними пользуются? Потому что папа передал сыну, сын уже дальше, и это все, как знаете, когда первое, оно вот это, масштабируется именно в семейная иерархия. Когда новая компания приходит, понятное дело, что у нее меньше будет клиентов. И вот почему она так, не на слуху, да, там вот это. Еще есть там 123 какая-то компания, которая вешает вот эти вот ограничители, там, счетчики какие-то, там тоже Learner'ам она дает. Ладно, давайте уже к сути. Стоимость нашей страховки 1500, я округлил, там 1490, 1500 евро страховка у нас в год. На наш автомобиль Golf 15 года, 70 тысяч километров пробега, 1,2 объем двигателя, получается это евро 6, евро 7 выйдет вот в 2025 году, то есть машинка максимально, как говорится, подходящая под Learner, под все условия.
смотрите, следующий момент. Если вы learner и вы пытаетесь зарегистрировать машину больше, чем 1,4 объем, то вам могут отказать. Если там вы 2 пишете, 1,8 там или сколько там еще есть. То есть вам могут тупо не выдать страховку, потому что чем мощнее двигатель, тем вы можете быть опасны на дороге. Вы понимаете? Чем меньше объем, тем больше вероятность, что вам предложат цену и вообще выдадут вам страховку. Вот это первый из критериев, которые вы должны понимать. Так что все эти вот BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar, которые вы берете 7, 8, 9 года, кожаные салоны, пробеги 200 тысяч миль, еще будет типа нагнать еще 200. Нет, вот эти вот сараи на колесах брать не надо, нет. Гольфик и все остальные вот эти хэтчбеки такого типа в каждой там марке есть. И в Фордах есть, и в BMW есть тоже, и в Мерсах есть хэтчбеки обычные, как и вот Volkswagen Golf. Пожалуйста, берите лучше их с маленьким объемом 1,2, 1, то есть 1,4. Все, не нужно. Зачем вам мощь эта и скорость? Куда вы будете гнать? В Ирландии и так снижается скоростной режим. Куда вы будете всю эту силу? Там, знаешь, там снимают там вот эти вот перекупы, еще одни люди, которых я вообще не уважаю. Это просто для меня просто человек априори впаривает тебе машину, которую он купил, почистил просто так вот, подмалярил там что-то и впаривает тебе, накидывает там 1000, да. Да, это мощь, сила, смотрите, все блестит, а машине уже 20 лет, пробег 250 тысяч миль, все нормально, еще бы, ходовую уже поменяли, то поменяли, но если ты поменял, значит все, там все рассыпается уже просто, автомобиль, все, он старик, понимаете, он старик уже, все. Сколько не чини старика, как человека, да, сколько, все равно уже он не будет таким бодрячком, как был в свои 25. Все уже. Это мертвая машина. Ее не нужно брать. Не нужно. Ну, наши люди любят сэкономить, скупой платят дважды. Ну, занимайтесь. Занимайтесь, ребятки. У нас не этот путь. У нас путь нормального воина. Следующий момент, да, 1500. Вы просто заходите на сайт. Вводите номер своего автомобиля, имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона, ваш адрес, email, AirCode. Все. Далее вам предлагают страховку. Далее и потом вам просто приходит на email вот это предложение. И дальше вам говорят, мы вам перезвоним для уточнения просто данных. Нам буквально через 1,5 минуты они перезванивают. И все, в течение 10 минут мы все уточняем. Мы привязываем карту, чтобы был, да, прямой дебет, чтобы платить каждый месяц. Мы сразу заплатили за 3 месяца. И потом еще каждый месяц будет сниматься. Ну, в течение 10 месяцев получается. 9, то есть, месяцев. Будет сниматься с карты автоматически. Там в определенный день. Я забыл, какой день конкретно. И все, вы там привязываете прям номер карты, вводите все, CV, вот эти 3 циферки, все там, срок действия, полностью все в онлайн режиме, все кнопочками на телефоне. Ничего, никакой высшей математики. Все, спасибо, после этого разговор заканчивается, спасибо, email еще один пришел, через 2-3 дня, максимум там 4, пришло письмо, red-клик, я не знаю, у меня здесь оно есть даже, вот оно, да, red-клик с этими, как его, с диском. Все, пожалуйста. Вот, red-клик, чтобы никто не думал там, да, что там я что-то выдумаю. Пожалуйста. Все на базе, все на месте. Все пришло, повесил, никаких проблем. 15 минут мы оформляли. 15 минут. Кто-то пишет, что там у них какие-то сложности, складности. Так выбирайте правильные компании и покупайте правильные машины. И не будет вам проблем. Дальше вот эта акса, вся вот эта шляпа. Писал, заполнял и шо? Приезжайте к нам в офис. Вот почему выбрали red-клик? Потому что, ну что я должен ехать 100 километров в офис? Непонятно, какую вы там страховку мне предложите. Что вы мне там впаяете, потому что у меня опыта нет. У меня learner. Украинских прав нет и не было никогда. То есть это мои первые права, вообще мой первый опыт. Экзамен у меня будет вот в марте, я буду сдавать, уже дату знаю. Надеюсь, сдам с первого раза. Там будем смотреть, да, как получится. Все, зачем мне какая-то акса, какие-то альянсы, какие-то брокеры? Какие-то, ну, непонятные люди, которые там приписывают тебе гребаный опыт, что-то там подкручивают, и потом у тебя будут еще проблемы. Че я должен кормить чужие рты, если я сам могу все это оформить?
Обратно же, я не пиарю эту компанию Red Click, абсолютно не знаю, как она себя поведет, да, если будет какой-то у меня случай. Я не знаю. Но рейтинг у нее там, отзывы Google 4, например, с чем-то. У этой акции и у этого альянса там просто 2 и меньше, там просто разнос. Потому что клиентов больше, и всегда будут те клиенты, которые будут недовольны. Потому что главная задача любой страховой компании, да, чтобы максимально выплатить тебе меньше, либо отпетлять вообще от того, чтобы тебе платить эту страховку. Так что так работают компании по всему миру страховые. Если не нужна была бы страховка, понятное дело, это просто обязаловка. Если это обязаловка, то наш путь и наше было стремление найти самую дешевую и самую ту компанию, которая не будет делать нам мозги. Вот Red Click, она нам не делала мозги. Все заполнил, пришло предложение, перезвонили, обновили, подтвердили данные, все пришло. Зачем козе баян, зачем мне усложнять жизнь и там типа вот у меня акса, типа вау, это самое лучшее, что самое лучшее? Непонятно, короче. Из чего формируется цена вообще в страховых компаниях? Ребят, это, конечно же, первое, ваш опыт вождения. В Red Click единственная компания, где было написано просто, когда ты переводишь, прям было написано ученические права ирландские. Во всех остальных компаниях то другое, то неполные права, то еще что-то. А там именно конкретно была вот такая вот одна вот вставка, именно прям ученический learner, вы понимаете, то есть вот прям было как полагается. В всех остальных компаниях я не нашел именно этой фразы. Если вы видели такое, то вот скажите, зайдите вот на Red Click, и вы увидите, что там прям написано learner, как полагается, вот как в этих написано в правах, вот так вот ученических, так и там написано. Это в единственной компании, где было вот так вот все четко расписано, написано. Следующий момент, с чего, да, делается еще, обратно же, это ваше вождение. Если у вас были украинские права, опыт у вас есть, но сейчас практически не хотят принимать с украинскими правами. Все, то есть я не пойму, что люди так долго сидели, если вы могли, уже 3-й год, уже 3 года скоро, да, некоторые украинцы находятся здесь, в Ирландии. За 3 года можно было эти learner получить легко просто, это просто теория по вождению, просто ее сдать. Все, нет никаких проблем. Плейлист, у меня здесь будет ссылочка, и внизу будет в описании полностью мой путь. У меня есть плейлист, где я рассказываю полностью, как я и шел к этому пути, к сдаче теории, к покупке автомобиля. Ну, то есть, все вот эти этапы, которые вам нужно пройти, вы можете пройти их со мной, смотря мои видео, и вы можете все увидеть и понять, как это делать. Следующий, это год автомобиля, конечно же. То есть, если у вас автомобиль там 5, 6, 7 и так далее, то там, понятное дело, он выбрасывает в атмосферу больше вот этих всех, да, всяких газов. И из-за этого, конечно, цена будет выше намного. То есть, советуется, конечно, покупать хотя бы там, начиная с 14-13 года. И выше, и лучше, чем оно будет новее, тем, конечно, будет лучше для страховой компании, ну и для вас лично. Дальше, следующий момент, это объем, обратно же, двигателя. Чем он меньше, если вы learner тем более, то тем лучше, чем цена будет ниже. И обратно же, если там больше, чем 1.6, то уже вам могут вообще отказать в страховке. Так что думайте, что вы покупаете. Если вы learner именно, если у вас есть опыт, у вас есть украинские права, и вы их как-то подтвердили, обменяли, либо сейчас пересдаете, то, конечно, вы можете покупать автомобиль больше объемом, ну, непонятно для чего. Если вы фермер, конечно, и вам нужна сила и мощь, чтобы что-то тягать, перевозить, то да. А просто для городской жизни обычной, не знаю. Если у вас большая семья, 3 детей и собака, то да, тоже надо. А если у вас 2-3, ну, я не знаю, куда эту силу, мощь, там все эти литры, все эти лошадиные силы, куда их совать, куда их пихать. Ладно, тоже непонятно. И следующий момент, с чего еще формируется цена, это, конечно же, сколько вы находитесь в этой компании. Чем больше вы сотрудничаете с этой компанией, чем больше времени у вас не было никаких страховых проблем с компанией, тем больше вы надежный клиент, и тем больше цена будет снижаться. То есть вот эти все параметры, ваш опыт вождения, автомобиль какого года, объем двигателя
и сколько вы находитесь в этой компании, сколько у вас, сколько лет вы с ней находитесь. Чем больше вы лет с ней находитесь, чем больше годов у вас без каких-либо происшествий, тем больше будет снижаться цена за страховку, за иншуренс. Так что вот эти вот параметры, вы должны их все запомнить. Потому что, ну, из этого состоится цена. Мне все говорят, что у нас цена маленькая. Ну, я объясняю, почему людям маленькая. Потому что мы выбрали идеальный поток, мы подобрали все так, выбрали ту компанию, выбрали машину, объем двигателя, год, да, все вот это, чтобы цена была максимально низкая. Мы не пытались покупать какие-то Лексусы, как люди снимают потом видео, купила Лексус за 2000, а страховка 2500. Ну, это просто ха-ха. Еще и отказали вообще в страховке, да, то есть я не понимаю, чем люди думают. Перед тем, как покупать автомобиль, увидев его номер, просто номер, вы можете зайти на любой сайт компании, ввести этот номер, и вы увидите приблизительно, сколько вам, заполните все. Далее вам там укажете свой email, и вам вот это вот предложение придет на email, приблизительное хотя бы, чтобы вы понимали, сколько вам это приблизительно обойдется. Цена может увеличиться как в большую сторону, как и в меньшую. Но в большинстве случаев только в большую, по опыту, который я слышал от украинцев. Так что если у вас машина какого-то там года и огромного объема, то готовьтесь к большим суммам. Готовьтесь к тому, что вы купили машину за 2500, а за страховку можете заплатить 3500. Такие кейсы есть, и люди реально платят. Я не понимаю, зачем, если можно было эти бабки собрать себе, купить нормальный автомобиль. Ну, ладно, это уже такое, знаете, рассуждение. Это не мои деньги, да, чужие деньги считать не слишком прилично. Это как и с брокером, там, люди оплачивают, я критикую это, говорю. Ну, я просто не понимаю, как можно тот же самый онлайн-заказ, который вы делаете все в интернет-магазинах, вы его просто сверху оплачиваете еще 100-150 евро. Мне это непонятно, то есть там ничего делать, там не нужно вообще, просто от слова вообще. Так, опыт. У меня тут маленькая подсказочка, да, чтобы все, ну, все схватить, все вам рассказать, как оно делается. Вот такая вот цена у нас вышла на страховку. То есть, я считаю, что она адекватная. Она, ну, не то что прям маленькая, но это для первой страховки вообще в жизни. Вы понимаете, когда ты заполняешь, мы писали, у вас были старые страховки? Нет, там баллы были или нет. То есть у нас все нет, потому что опыта вождения нету, старые страховки нету, автомобиля никогда не было, прав никаких никогда не было, ничего не было. То есть и вот мой знакомый, да, друг, он говорит, ну это просто удивительно, я думал, у тебя будет больше 2000, это как минимум. То есть, а вот так вот сложилось, вот так вот RedClick предложила такое вот предложение, мы его взяли, и там есть 3 предложения. То есть 3, да, самая слабая страховка, посильнее, и самая, типа, там, совсем прям все входит, все. Мы выбирали, я сразу говорю, среднюю вот эту вот полоску, там была самая минимальная страховка, там вообще что 1200 или 1250, но там же мало разных пунктов, которые там тебе, да, там могут они, ну, по страховым этим разным ситуациям, то есть там прям вообще минимально. А мы средний выбрали, где там, ну, почти все, ну, немножко не все. Все, я не знаю для чего там такие вещи, я там почитал просто, я не понимаю, в Ирландии вообще такое возможно, тем более в маленьком городке, там, ну, там такие вещи пишутся, что я не знаю, мне непонятно это, то есть мы выбрали средний вариант, сразу вам говорю, в колонке, и вот он стоил нам, да, 1500 евро. Это первый год, не забываем, что мы лернеры, в марте, если я сдам, все хорошо, у меня будет new driver, то я уже подамся, документы обновлю правила, ну, обновлю, да, эти, как его, права, скажу, что у меня обновилось. И мне говорит, ну, мой знакомый, что даже могут в конце потом года уже что-то пересчитать и что-то даже там оставить на счету, там, ну, типа, что уже страховка будет немножко меньше. Но это уже такое, знаете, и так 1500 это нормально. Я думаю, в следующем году и жена тоже уже получит, ну, в смысле, когда будем оформлять второй год страховку, то и жена уже оформит себе, сделать себе new driver, и когда мы уже будем получать вторую страховку на второй год, да, то у нас уже будет new driver, то есть по факту у нас уже изменится колоссально наши, да, права. Это уже одно изменение, плюс уже будет опыт, да, получается, что мы год с этой компанией, если никаких не будет случаев
страховых, то это тоже плюс. И, возможно, даже уже со второго года могут что-то уже снизить. Там, может, уже будет 1400, может, 1300. Я не знаю, я так образно уже говорю, хотя я точно не знаю. Вот такие вот вещи я хотел сказать. Сейчас по листику проверю, да, по такому вот, за своей подсказочке, что я сказал. Red-Click, объем двигателя, год машины, да, про евро сказал, опыт вождения. Сколько, да, происшествий это тоже, цена выше, ошибки, брокеры, все, да, все сказал, что украинцы, вот эта вот ошибка, что сразу не хотят оформлять, делать себе права ирландские, не вижу никаких проблем с тем, чтобы сделать ирландские себе права, я же говорю, мы делаем, и пока все получается, пока все идет по нормальной схеме, то есть ничего мы не выдумываем, все делаем сами, не обращаемся ни к каким брокерам, никаким людям, чтобы какие-то махинации. Люди тут вообще, я поражаюсь, ездят вообще без прав, элки многие снимают, не вешают. Еще главная ошибка, то, что люди думают, что если украинец сидит с украинскими правами рядом, то Лернеру можно кататься. Нет, Лернеру нельзя кататься, еще раз говорю, у него должны быть полные ирландские права, которым больше 2 лет, у которого опыт вождения больше 2 лет. Если нет у него опыта больше 2 лет ирландского именно, то он не имеет права с вами ездить рядом как Лернер. Так что все, эту тему нужно закрыть, хватит уже нарушать закон Ирландии. Мы здесь в гостях, и нужно делать все четко, а не ездить с украинскими правами, либо ездить вообще с фейковыми правами купленными. Не нужно этого делать. Вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнями тех людей, которые с вами рядом ездят. Вот что опасно. Ваша жизнь, это понятно, она в ваших руках, делайте с ней что хотите, но вы рискуете жизнями тех людей, которые рядом с вами едут. На дорогах, вы понимаете? Вот это вот самое опасное, самое печальное, что может быть в этой всей ситуации. Вот такие вот дела. Если кому-то помог, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши истории про страховку, сколько вам вышла цена первой страховки, какой у вас был автомобиль, отказывали вам были в страховке, ну и вообще свой опыт, да, по покупке иншуренс на машину, да, то есть страховки на автомобиль, что и как у вас происходило. Я рассказал свой опыт, это первая страховка в моей жизни, в нашей, да, жизни, не только в моей, но и у моей жены, то есть нашего семейного автомобиля. Так что вот такие вот истории. Я думаю, что это видео должно кому-то помочь. И главное, не бойтесь делать сами. Ну, не знаете вы язык, ничего страшного. Google переводчик. Мы вместе тоже сидели и немножко не все понимали. Переводчик помог. Я же говорю, все заняло 15 минут. 15 минут времени. И мы сами, никому не обращаясь, никаких документов не нужно. Там потом есть у вас личный кабинет в Red-Click, и у вас там все документы. Вы можете скачать любой документ, какие условия, что предоставляется, что нет. Там все есть. Ничего не надо. Какие документы? Я смотрю, бывают люди, ой-то я обратился к брокеру, потому что там что-то заполнять. Что заполнять? Просто заявку на сайте заполнять? Вы серьезно? Я же говорю, это просто как сделать онлайн-заказ в интернет-магазине. Все. Я не знаю, что там брокеры выдумывают, что они там заполняют за бумаги, но я говорю, как оно есть. Я говорю то, что у меня. То, что я сижу в своем автомобиле и оформил я сам себе страховку. Всегда на связи, всегда держу в курсе.